Всем привет! В этом видео мы поговорим о вот таком вот RGB светодиоде, а также напишем небольшой скетч для плавного изменения его цвета от красного до фиолетового с помощью главного героя моего прошлого ролика потенциометра. По сути, RGB светодиод — это сразу три светодиода в одном: красный, зеленый и синий. То есть как раз те три цвета, при различном сочетании которых можно получить все остальные цвета видимого спектра. У RGB светодиода 4 ножки. Самая длинная из них, общая. В зависимости от модели светодиода это может быть либо катод, либо анод. Три остальные — это либо аноды, либо катоды трех разных цветов. Проверить, чем является общая ножка, катодом или анодом, очень просто. Добавляем светодиод на макетную плату. Крайнюю его ножку через резистор соединяем с минусом, а самую длинную с плюсом. Если общая ножка анод, то при подключении к ней плюса источника питания, а минуса, соответственно, через резистор к другой ножке, светодиод загорится соответствующим цветом. Если не загорелся, меняем полярность источника питания. Светодиод загорается. Значит, общая ножка у данного светодиода — это катод. И в дальнейшем минус источника питания или землю микроконтроллера мы будем подключать к общему электроду. А на остальные ножки подавать, соответственно, различные напряжения с использованием цифровых портов Arduino. Приступим к созданию схемы на макетной плате. Как и в прошлом ролике, будем использовать Arduino Uno. Подключаем общую ножку светодиода к земле. А далее три цветовые ножки светодиода к цифровым портам Arduino. Красную к порту номер 9, зеленую к порту номер 10 и синюю, отвечающую за синий цвет, к порту номер 11. Все ножки у нас подключены через резисторы 220 Ом. Добавляем на схему потенциометр. И соединяем его ножку номер 1 с выходом Ground Arduino. Ножку номер 2 с аналоговым портом А0. И ножку номер 3 с выходом 5 вольт Arduino. Далее открываем скетч из прошлого видео и продолжаем работать с ним. Наша задача, чтобы при плавном повороте регулятора потенциометра цвет светодиода плавно менялся от красного до фиолетового, проходя через все основные цвета радуги. В интернете находим таблицу RGB цветов радуги и переносим эту информацию в таблицу Excel, или, как в данном случае, в OpenOffice, не имеет значения. Далее я расскажу, для чего это нужно. Как мы видим, интенсивность любого цвета меняется от 0 до 255. Добавляя к интенсивности одного цвета интенсивность другого цвета, мы получаем либо его оттенок, либо совсем другой цвет. Теперь посчитаем суммарный интервал регулирования
всех цветов от красного до фиолетового. То есть в самом начале мы от нуля двигаемся до 255. Далее нам нужно прибавить, чтобы получить оранжевый цвет, еще 165. Просуммируем значение. Теперь, для того, чтобы получить желтый цвет, нам к красному нужно добавить еще 255. Так и сделаем. 255 плюс 255. Получаем 510. Далее, чтобы получить зеленый цвет, нам нужно из красного вычесть 255. Но это означает, что наше значение все равно увеличится. Вот, еще на 255. Итого получается, что у нас общий интервал регулирования составляет 1530. Вернемся к нашему скетчу. Добавим определение трех постоянных для работы с 9 портом, с 10 портом и с 11 портом. И в функции setup обозначим, что эти порта работают у нас на выход. Все три порта. Также для удобства работы со светодиодом добавим вот такую вот функцию, которая будет принимать три аргумента, соответствующие трем разным цветам, и отправлять эти значения в соответствующие порты. Далее, благодаря таблице, мы определили, что полный интервал значений для изменения цветности светодиода по всем цветам радуги составляет 1530. Но максимальное значение, которое получаем мы с помощью функции analogRead, равняется 1023. Воспользуемся стандартной для Arduino функцией map, чтобы изменить интервал возможных значений переменных. В качестве первого аргумента функция map принимает имя переменной. Далее указывается нижняя граница ее значений 0 и верхняя граница ее значений. Четвертый и пятый аргумент, соответственно, это новые нижние и верхняя граница для новой переменной, которую мы обзовем new_val. А далее у нас идет блок кода, который, собственно, и позволяет изменять цвет светодиода в соответствии с новой переменной, получаемой с помощью регулирования потенциометра. Вначале, пока значение переменной до 255, мы функцию RGB, которая у нас как раз и отправляет значение в соответствующий порт, пишем новое наше значение new_val, только присваивая красному светодиоду. Мы увеличиваем насыщенность красного цвета. Далее, после того, как значение превышает 255, но меньше, чем значение 510, мы начинаем постепенно увеличивать значение зеленого светодиода. То есть из нашей переменной new_val вычитаем 255, а красное у нас фиксировано. Красное у нас зафиксировано значение. Значение зеленого светодиода мы увеличиваем, проходя значение 165, которое соответствует оранжевому цвету, и доходя в максимуме при значении 510 до желтого цвета. Далее нам нужно постепенно убавлять красный цвет, чтобы получить цвет зеленый. Зеленый цвет у нас фиксирован 255, а красный мы постепенно убавляем до значения 765. В дальнейших строках кода производятся аналогичные действия. Не будем тратить время на их комментирование. Если будут вопросы, задавайте в комментариях.
А ссылка на скачивание данного скетча и таблицы цветов будет в описании к ролику. Теперь подключаем Arduino к компьютеру и загружаем скетч в Arduino. Так, ошибка. Да, переменную надо определить. Так, и тогда ее значение мы будем выводить монитор порта. Так, проверяем. Все, скетч у нас загружен. Открываем монитор порта и видим появляющиеся нули. Далее начинаем плавно вращать регулятор потенциометра. Видим, как загорается, меняется цвет. Пробуем отключить освещение. Так, наверное, будет нагляднее. У нас разгорается красный свет. Плавно переходит в оранжевый и желтый. Теперь зеленый. Голубой цвет. Теперь синий. И в конце фиолетовый. В следующем видео я хочу рассказать о вот такой вот LED-матрице 16 на 16 адресных светодиодов. То есть цветом любого из 256 светодиодов можно управлять отдельно с помощью специальной библиотеки, получая интересные цветовые композиции. Изменять режим работы мы будем с помощью все того же потенциометра. И еще попробуем подключить энкодер. О нем я тоже расскажу в следующем видео. Всем спасибо за просмотр. Кому понравилось видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Увидимся. Всем пока.